Если у вас нет мороженицы и желания либо бюджета на ее покупку, а также не хочется возиться с ручным приготовлением домашнего мороженого, вы попали куда нужно. Сегодня я вам расскажу самый быстрый способ приготовить домашнее мороженое во вселенной. Каких-то 5 минут и готово. Это мороженое невероятно нежное, насыщенное, а по текстуре напоминает итальянское джелато. И все это благодаря особому способу приготовления. Трансформировать сами рецепты вы можете бесконечное количество раз, и каждый раз получите первоклассный натуральный десерт. Кстати, один из рецептов в видео будет без сахара, но по вкусу вы этого и не заметите. Список ингредиентов к рецептам, а их будет 2 в конце видео и в описании. Ставьте лайк, чтобы сохранить себе рецепты, и подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная». Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко, и сегодня я хочу вам показать один способ, при помощи которого можно приготовить самое быстрое мороженое. Вы можете использовать разнообразные рецепты. Главная ценность этого видео – это сам способ приготовления, но и рецепт достоин внимания. У меня, кстати, есть домашняя полуавтоматическая мороженица. Видео о ней я снимала для канала, также у меня есть видео о том, как готовить мороженое ручным способом. Но все чаще я ловлю себя на том, что готовлю мороженое именно таким способом, который покажу вам сейчас. 4 нектарина или персика, 150 граммов клубники, 100 граммов творога, 3 столовые ложки клубничного варенья и 150 граммов сливок 33%. 2-3 банана, 2 нектарина или персика, 100 граммов творога, цедра 1 лайма и 150 граммов кокосовых сливок. Основной секрет такого вот суперскоростного приготовления домашнего мороженого заключается в том, что вам всего лишь нужно будет закинуть заранее в морозильную камеру парочку ингредиентов. Согласитесь, это совершенно не трудоемко. Первым делом подготовьте фрукты, ягоды. На это уйдут считанные минуты. Вот мои 4 нектарина и клубника. Нектарины помойте, удалите косточки и нарежьте произвольно. Вместо нектаринов можно использовать персики, в этом случае лучше снять кожицу. Либо вовсе используйте другие фрукты. Хорошо будет и с дыней, и с нежной сочной грушей, и со сливами. Нектарины с клубникой очень хорошо сочетаются. Получается невероятно вкусный дуэт, одновременно нежный и в то же время потрясающе ароматный. Вот, кстати, маленькая подсказка насчет удаления плотно сидящей косточки нектарина. Я разрезаю плод надвое, снимаю половинку и, чтобы не ковырять косточку ножом, разрезаю половинку еще надвое и как бы раскрываю ее по разрезу. Так косточка выходит довольно легко. Ягоды вы тоже можете брать на свой вкус и по наличию. Это может быть и смородина, и малина, и черника, и разнообразные смеси. Теперь необходимо заморозить фрукты и ягоды. Для этого я отправляю их в zip-пакет, все вместе. Во-первых, это удобно, во-вторых, zip-пакет довольно плоский и кусочки так замерзнут очень быстро. Закройте zip-пакет, выпустив из него воздух. Разровняйте плоды и отправляйте пакет в морозилку. Подготовьте второй набор фруктов. Помойте их, очистите, нарежьте. Вообще можно за раз так наморозить сразу несколько комбинаций. Либо заморозить разные фрукты по отдельности и потом просто готовить такое мороженое, когда захочется. Второй рецепт с бананом будем готовить без сахара. Этот фрукт настолько сладкий сам по себе, что дополнительно подслащивать десерт не нужно. Отличная альтернатива традиционным десертам. Можно готовить мороженое с бананом в соло-варианте, но на мой вкус хочется его разбавить каким-то фруктом, ввести дополнительный вкусовой уровень. Выбирайте для этого нежные сочные фрукты с кислинкой или ягодой. Отправляйте нарезанные фрукты в zip-пакет, выпустите воздух, закройте, разровняйте и в морозилку. Этим рецептом очень удобно утилизировать ранее замороженные ягоды или фрукты. Бывает, что к новому сезону еще не все запасы съедены, а место в морозилке всегда на вес золота. В моей морозилке совсем мало мест, но как раз благодаря тому, что zip-пакеты плоские, все отлично поместилось. Теперь можно погулять пару-тройку часов. Когда фрукты замерзнут, можно приступать к суперскоростному приготовлению. Отправляйте в чашу комбайна или блендера содержимое первого пакета. Добавьте клубничное варенье, оно и будет играть роль подсластителя. У меня домашняя, 5-минутка, ссылка на рецепт в описании. Добавьте творог, это не обязательно, но я всегда ввожу творог для опротеинивания. Начинайте измельчение.
Процесс идет довольно быстро. 2-3 минуты и масса становится гладкой. Посмотрите, это уже мороженое. По сути, мы получили фруктовый сорбет, и можно уже насладиться этим десертом. Но со сливками будет еще вкуснее. Введите сливки и дождитесь, пока масса станет однородной. Вместо жирных сливок можно брать и молоко, и нежирные сливки, и йогурт, но с жирными это максимальная степень нежности. Только посмотрите на эту массу. Мы получили мороженое мягкой текстуры. Я больше всего люблю именно такое. Если вы любите более плотное, просто немного доморозьте его. Я соорудила такую вот сложную конструкцию. Просто хочу отправить оба вида мороженого в один контейнер, сделать дабл мороженое. Поэтому мне нужно сохранить половину контейнера для собрата. Отправляю в контейнер первое мороженое и разравниваю. И пока я буду заниматься вторым, это будет ждать в морозильнике. Готовим второе. Натрите на мелкой терке цедру лайма. Если хотите, лайм можно заменить лимоном или не использовать цедру вовсе, если вы ее не любите. Открываю баночку кокосовых сливок. Кстати, их можно запросто приготовить самостоятельно. Ссылку на рецепт я оставлю в описании. Для этого рецепта я впервые купила готовые. И вот домашние сливки намного вкуснее. В чашу комбайна отправьте творог, замороженные фрукты и натертую цедру лайма. Все точно так же, как и с предыдущим рецептом. Гениальная простота. Приступайте к измельчению. 2-3 минуты и фрукты превращаются в гладкую нежную массу. Только посмотрите на нее. Это тоже уже готовый десерт. Его текстура потрясающая, но мы пойдем дальше. Добавьте кокосовые сливки. Кстати, если вы не хотите использовать кокосовые, используйте обычные, традиционные сливки. Кокосовые тут подчеркивают тропический характер рецепта. Сочетание банана, лаймовой цедры кокос дополняет идеально. Посмотрите на текстуру мороженого со сливками. Она идеальная. Что скажете? Отправляю бананового собрата к клубничному в контейнер. Получается очень красиво, и при подаче получаются шарики ассорти, хотя можно накладывать и каждый вид отдельно. Оба вида можно подавать сразу же. Не нужно ждать и томиться. Все так просто. Приятного вам аппетита! Друзья, спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайк, если это так. В описании я оставлю для вас ссылочку с еще одним рецептом мороженого, приготовленного точно таким вот способом. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».